Когда-то пирамида была самым северным поселком Шпицбергена. Севернее были только исследовательские станции. Еще недавно здесь кипела жизнь. В общежитиях жили шахтеры, в детском садике репетировали утренники, в Доме культуры даже играли джаз, что по советским меркам вообще немыслимая роскошь. Но 20 лет назад люди отсюда уехали. И пирамида идеально сохранилась. Во многом это произошло из-за удаленности. Ее никто не разграбил, там не было мародеров. Ну, плюс еще холодный климат, потому что благодаря холодному климату здесь все сохранилось очень хорошо. И это вообще, ребята, это уникальное явление, потому что кто любит какие-то заброшенные вот эти старые города, дома, вы хорошо знаете, что сегодня найти что-то в таком нормальном состоянии практически невозможно, как раз потому что либо все разграблено, либо разрушено, либо, как, например, как в Абхазии, просто все заросло этими лианами и не видно ничего. Так вот, пирамида — это уникальнейший город-поселок на нашей планете, где советский быт был в буквальном смысле законсервирован. На стенах здесь еще можно увидеть объявления о продаже старого видеомагнитофона. В школьных классах до сих пор лежат тетради, журналы с оценками, а в кинотеатре сохранилась огромная коллекция советских фильмов, которые можно запустить прямо на старом проекторе. Это, кстати, тоже плюс, потому что пленки сохранились благодаря идеальной температуре, холодной температуре пленки сохранились. И сегодня пирамида оживает. Еще несколько лет назад это был полностью брошенный поселок, но с развитием туризма он потихонечку оживает и превращается в интереснейший аттракцион. И в первую очередь, конечно, для иностранцев, которые хотят посмотреть, а как вообще вот этот Советский Союз, как там жили люди. Добраться до пирамиды летом можно только по морю. Зимой можно приехать сюда на снегоходе, это, наверное, отдельное приключение, так что, кто хочет, зимой welcome на Шпицберген. Из минусов, сразу говорю, минусы, здесь нету связи. Так что, если кому-то нужно будет срочно связаться или быть на связи, берем спутниковый телефон. Ну и, кстати, обязательно берем наличные, потому что нет связи и здесь не принимают карточки. Так что, чтобы перекусить, вам понадобятся наличные. При этом, напоминаю, что рубли на Шпицбергене не в ходу, так что берем фунты, евро или доллары. А поскольку поселок был десятилетиями брошен, самостоятельно передвигаться по пирамиде нельзя, потому что здесь могут быть белые медведи. Белые мишки еще не привыкли, что люди пирамиду покинули. Нужен сопровождающий с ружьем, и сейчас мы с вами посмотрим, как выглядит пирамида, как выглядит просто уникальный для всего мира, и тем более для нашей страны, поселок с законсервированным советским бытом. В 1997 году на шахте происходит пожар. В 1998 году встает очень остро вопрос о том, что денег на два поселка уже по сути нет, и на Боренсбург, и на пирамиду. Ну и выбор достаточно был очевиден, что нежели здесь полностью восстанавливать шахту, по сути, с нуля после пожара, или оставаться в Боренсбурге, логичнее, более экономично, эффективней оставаться именно в Боренсбурге. Что и сделали. Людей сюда, гостей, именно туристов, приезжает уже не меньше, чем в Боренсбург. Вот в прошлом году было, по сути, равное число людей, посетивших два поселка. И здесь тенденция к росту, она значительно выше, потому что сюда интересно приехать, посмотреть советское прошлое, да, которое здесь достаточно здорово сохранено. Заходим в здание столовой. Очень часто гости из Европы, которые по-русски не читают, считают, что это дом культуры. Ну, потому что вот афиша, кино. Не совсем так. Столовая в советское время, что в Боренсбурге, что на пирамиде, как вся социалка, были бесплатными. То есть это было очевидно то место, куда люди каждый день приходят. И они просто знали, что показывают в кино. Это была афиша, которая говорила о том, что сегодня вечером можно будет увидеть. А цветы вот это прямо так с 90-х годов и стоят, да? Да. То есть здесь вот с 90-х годов ничего не поменялось? Поменялось. Сначала все здания так или иначе посещали гости из Лангира, да, я не всегда говорю жители Лангира, я имею в виду, что кто-то вот просто приходил на яхте, кто-то прилетал сюда, приезжал самоходом, по зданиям лазил. Бывало, из Боренсбурга могли отправить, например, за какой-то деталью и попутно тоже вот посещали здания, смотрели. То есть оно все было в состоянии не очень хорошем. Сейчас постоянно
постоянно происходит процесс уборки зданий, наведения порядков, и оно все вот приходит, собственно, в порядок. Большая разница с той же самой Припятью, например, потому что там это просто все стоит ничейно, а здесь оно, ну, так написано. То есть это здесь поддерживается постоянно порядок? Да. На первый поверхностный взгляд оно тоже брошено, никому не нужно. По факту здесь люди бывают, начиная, ну, вот с начала апреля и заканчивая концом ноября каждый день. Говоря о воспоминаниях людей, они с большим теплом вспоминают именно пирамиду, нежели Боренсбург, потому что, ну, Боренсбург был своего рода российской столицей архипелага. То есть это и консульство, и все высшее управление. Это, ну, такая, как своего рода Москва. А пирамида была Санкт-Петербургом. То есть это был чуть-чуть совсем другой город по атмосфере, по даже менталитету местных жителей. Они, вот в советское время контракты были все на 2 года. Старались для того, чтобы была своего рода социальная справедливость. Ну, за счет того, что социальная инфраструктура вся бесплатная, да, здравоохранение, питание. Старались сделать своего рода ротацию, для того, чтобы все люди могли вот получить то, как оно может быть хорошо. Но были редкие случаи, когда специалистов высокого уровня приглашали еще на один контракт. Так вот, они старались ехать именно в тот поселок, где они уже были, да, и это было прям деление, что есть вот боренсбуржцы, есть пирамидчане. То есть это были своего рода касты. Это что? Ключи от Парижа. Что такое Париж? Париж – это бывшее женское общежитие. Тут было несколько общежитий, использовавшихся как для семейных людей отдельно, для семейных людей с детьми и для одиноких мужчин и женщин. Вот для одиноких женщин оно называлось Парижем. И по легенде рассказывают, почему так произошло. Сюда приезжала Светлана Светличная давать интервью. То есть часто в советское время в советские поселки приезжали те или иные люди творчества, звезды, да, рассказывали людям, как оно, проводили творческие вечера. И вот Светлану Светличную, жительницы пирамиды, спросили: Светлана, откуда у вас такое красивое платье? Она говорит: с Парижа. Ну и вот с тех пор женское общежитие называлось Парижем, а мужское в противовес Лондону. А на первом этаже женского в Париже был кафе-бар. Кафе-бар Прада. То есть по дороге из Лондона в Париж одинокие мужчины заходили в Прагу, чтобы чего-нибудь прихватить с собой. Стоит понимать, что в 90-е годы, когда уже, в принципе, Советский Союз развалился, в поселке было чуть-чуть попроще, население, в принципе, стало меньше, поэтому оно жило уже не по таким строгим ограничениям, а жило скорее по участкам. То есть так было удобнее, что, да, сменщики живут друг с другом, могут какие-то детали, да, по работе обсудить. Поэтому, например, в частности, в Париже начали жить мужчины. Ну и то есть все уже перемешалось. Расскажи мне, любовь была здесь? Конечно, была. Конечно, и на пирамиде, Свадьбы. и в Боренсбурге, и свадьбы, и дети. Вот справа кирпичное здание, это у нас здание больницы. Там был роддом. Совершенно верно. То есть сейчас не рожают, а тогда рожали? До 98 года было разрешено рожать детей, и это стабильно происходило, что в Лангире, что в Боренсбурге, что на пирамиде. Ну, то есть отсюда столько и детей. Кто-то с собой их привозит просто, если они уже есть. Рожает. А кто-то здесь рожает, да, и они абсолютно с Слушай, самого здесь, детства. здесь, наверное, как-то, мне кажется, много рожали. Должно было быть как-то грустно же и скучно. Поэтому... Ну, не то чтобы прям очень много, но это была история абсолютно не сюрпризом. Ну, то есть происходило это стабильно. Так, это, собственно, было общежитие. Я покажу самое интересное. Это на самом деле всего 2 комнаты. Остальное все однотипное. Хотя как-то были у меня тут шведские дизайнеры. Так, И мы провели с ними 4 часа в этом одном здании. 4 часа. Что они делали? Заходили в каждую комнату и смотрели обои в каждой комнате. Они готовили новый каталог обоев. То есть потом вот этот в Икее где-то появится? Это Point раз. Ага. Вот на самом деле сам по себе шкафчик вот этот вот, да, это такой холодильник. То есть в советское время за счет того, что в столовой питание все было бесплатное, люди все ели в столовой, дома даже не оборудовались, комнаты не оборудовались кухнями. Были только вот такие небольшие углубления в стену, которые как раз-таки являлись холодильником. Иногда это были выносные такие небольшие коробочки. Здесь очень просто здорово отмечены те, кто здесь жил, прям по порядку. И как раз-таки видно, что они вот по участкам идут тоже, как работали.
Кто из нас, женщин, по секрету говоря, не мнит себя в глубине души в чем-то Афродитой? Благо косметика, искусство улучшить себя и украшаться, известно еще древним Эллинам. Эллинам, да. Это у нас, по сути, центральное здание поселка, то есть здесь был основной офисный центр, здесь находился весь основной аппарат управления, бухгалтерия. Здесь вот у нас есть та самая кнопка, которая раздвигает горы. О, вот так вот. Это скромно зовем аппарат управления миром. Вот, что интересно, в советское время были первые отделы, что в Боренсбурге, что на пирамиде. Здесь на пирамиде как раз-таки в этом здании он был, на 3-м этаже, причем комната достаточно засекреченная. Я думаю, что, очевидно, все догадывались, где она расположена, но так сразу с лету и не найдешь. Идти с человеком с ружьем по такому длинному коридору, как будто мы на расстрел идем. Темному. Да. Ну, то есть шел просто такой чувак в кожаном плаще, и никто не понимал, кто это. Ну здесь это вот как вот выглядели неприбранные, да, помещения? По сути, да, это вот такой был поселок, когда сюда только вернулись. Окна и решетки, и ставни, и печка даже была. То есть он мог здесь обороняться? Печь на случай, если надо экстренно сжечь документы. Да. Мы тут нашли как-то папку, посвященную туризму 90-х годов. Это было достаточно интересно. Там были и карта заселения гостей в отель иностранных. И... О, Юрий Ильич, тут мода. Осень-зима 95-й год. Саки. Не интересуют кожаночки? Ну, а тут у нас Нарния. Секретный ход? А здесь что было? Я думаю, архив, на самом деле, не больше. Вот это была шахта. 2 галереи, но это не шахта как таковая. Это галереи. Справа у нас людской уклон, то есть люди пешком на вагонетках поднимались наверх и спускались вниз после смены. Слева был угольный уклон. Соответственно, уголь уходил вниз, и какие-то стройматериалы. Слушай, а вот эти вот здания по архитектуре, это то, какие вот были в Баренцбурге, которые там облицевали. А раньше они там были такие вот кирпичные, такие красивые. Именно такие. Для чего нужна вся облицовка? Она для начала. Для начала, да, она самое важное, дает утепление. Помимо всего прочего, она делает поселок ярче. Ну, а все у нас северные поселения стараются делать яркими за счет того, что полярная ночь. Да. К сожалению, единственное, забыли пригласить человека, кто умеет цвета подбирать. Мы сейчас идем в здание детского сада школы. Это вот этот детский сад. Да. Образование, как и сейчас в Боренсбурге, в принципе, давалось полноценное среднее школьное. Классы были смешанные, то есть и учителей было, естественно, не на каждый класс. Классов, по сути всего было 2, вот один слева, другой справа. Первый этаж, где мы сейчас находимся, это как раз-таки этаж школьный, второй этаж был этаж детского сада. Он у нас, по сути, минимально еще убирался, минимально здесь наводился порядок. А на втором этаже, где был детский сад, в 2016 году я занимался, по сути, пытался создать в своем роде то, как это было в советское время. То есть я там из тех объектов, которые были найдены здесь, кроватки, учебники, шкафчики, тетрадки и все прочее, создал показательные вот такие комнаты: спальню, игровую, школьный класс и актовый зал. Шпицберген чей? А здесь вообще Шпицберген не обрезан. Ну вот как так? Что за карта, когда Шпицбергена нет? Сергей, ну как так? Я думаю, Шпицберген все представляли себе. Тут на втором этаже даже глобус есть. Настолько часто, наверное, дети показывали, где находится Шпицберген, что он там просто пальцем затерт. 5. Кто-то получил 5. Это какие-то зомби бьют фашистов. Акула кому-то откусила ногу. Еще есть спортивный зал с Дональдом Трампом. Ну это ж, это прямо... Да нет, мы просто смеемся, что уже в советское время знали, кто будет президентом. Второй этаж был детским садом.
Забавно, сейчас поднимемся и на двери увидим щеколду, которая была сверху, чтобы детишки не доставали. И во время тихого часа и любой какой-то игровой инсинуации просто не убегали на первый этаж, не бегали по поселку. Это игровая. Как вы понимаете, здесь из интересного собраны вот все те работы, которые были здесь найдены, домашние задания школьников, детсадовцев, то есть они прям собирались, вот подшивка, да, с темой, с содержанием, и вот все работы, которые делались, таких тут вот целая полка. Такой мертвый поселок, и только детская одежда, детские трусики висят на стульчике. На самом деле очень интересно тут, если вдруг интересно, есть целая тетрадь с планами на лето. Планы. Ну, допустим, понедельник. Прием детей, зарядка, завтрак, экскурсия в теплицу, наблюдение за растениями, которые растут там, соки, подвижные игры в спортзале Дома культуры, обед, подготовка ко сну, сон, полдник, работа с бумагой, работа в кружке, умелые руки, просмотр телевизионных передач. Слушай, я хочу так жить. Игра на компьютере. Где компьютер? Просмотр многосерийного художественного фильма. Профсоюзный уголок. Труд был и остается главным достоинством и украшением человека. Стоит посмотреть на стену, а потом потихонечку к ней приблизиться. А что это? Это бисер? Нет, это не бисер, это покрытие кабеля идет. Дело было вечером, делать было нечего. Полярным вечером, как вы понимаете. Так, а можете сесть как-нибудь на стульчики, чтобы вот мы ж в актовом зале? Так, ну что, я пришел. Давай. Здравствуйте, детишки, девчонки и мальчишки. А подарки будут? Подарки будут тем, кто хорошо себя вел. Я по глазам вижу, что вели вы себя плохо, поэтому Дедушка Мороз принес вам уголь. Идем работать на шахту. А это условно восстановлен школьный класс. Они были все на первом этаже, здесь просто было проще это все расставить и прибрать. Тушь, веселые картинки. 93-й год. Смотри, уже в 93-м детей ментами пугали. Объявляет в розыск рыжего мальчика, если 17 лет, у него... В 95-м. В 95-м вывезли детей, да. За пределами пирамиды есть так называемый бутылочный домик. Дом, который полностью построен из бутылок. Легенда гласит, что домика было два. Один донышками внутрь, другой донышками наружу. И якобы тот, который смотрел горлышками наружу, очень сильно свистел, и было так страшно, что его сразу уничтожили. Но нет, на самом деле, с самого начала был только один дом. Почему здесь столько много сегодня людей из Украины, с Восточной Украины, вот, с Донбасса, вот этот Донецк, Луганск? Совершенно просто. Началось все еще в советское время. На тот момент кузница такая, да, кадров шахтерских, она была именно на Украине. То есть Россия с угледобычей была связана, но не так тесно, не так плотно. Не мудрствуя лукаво, отправили тех, кто лучше всего с этим сталкивался. Да? В Боренсбурге так, по сути, как была украинская община, она и сохранилась. До сих пор в процентном соотношении украинское население составляет 80-85%. То есть Борисбург – это украинский город? По сути, да. На пирамиде была вот ближе к 80-м, 90-м годам такая своего рода община туликов. Там разваливался в Туле Тулуголь, и вот ребята сюда поехали. Новые ребята, вот мы вчера спрашивали в ресторане, да, они говорят, мы там с Донецка, мы там еще, повар тоже с Донецка. Да? Вот он же не в советское время приехал. Так я же говорю, все то же самое и сейчас продолжается. Порядка 80. А как он с Украины? То есть он же гражданин Украины. Так. Он по украинскому паспорту сюда приезжает? Да. Он подписывает контракт с российской компанией. Arctic Уголь берет просто этих украинских ребят и... Да. Тут абсолютно на Шпицбергене, например, распространена история работы династиями. Приезжали дедушки, потом за ними папы, за ними дети.
То есть у нас вот есть тут в Бринсбурге сейчас Сергей Аненков, он сюда приехал в свои 26, в Бринсбург в свои 26 лет, сейчас ему уже 54. Ничего себе. Вот, то есть у него тут и сын уже работал, и потом впоследствии невестка, сын вернулся, вот, женился, и внуки родились. Он все тут. А вот с этими событиями на Украине это не повлияло никак? Сюда Нет. больше-меньше стали ехать или вообще все? Нет, наоборот, часть людей, ну, действительно, так или иначе, у них какое-то есть, ну, очевидно, прямое или чуть менее прямое отношение к этому конфликту, и некоторые просто сюда приезжают, потому что здесь спокойно. Как беженцы. Ну, нет, это не тут нет такой истории, что беженцы. Просто здесь хорошо, спокойно, стабильно, есть школа, есть детский сад, работа есть. Деньги платятся. Опять же, зарплата здесь лучше, чем на Украине. Это самый красивый мусорный контейнер в России. Нет, слушай, это вообще офигенная тема. Культурно-спортивный комплекс. Это было тоже место такое, где собирались все шахтеры, их жены, дети. То есть на тот момент в Лангире существовали только бараки, где люди жили. Им нужно было место, где собираться, проводить время. Вот на пирамиде это был культурно-спортивный комплекс. Сюда приходили заниматься спортом, сюда приходили участвовать в культурных мероприятиях, отдыхать. В том году королевская семья норвежская приезжала на Шпицберген. У королевской семьи такая традиция, что в свой отпуск, который достаточно обширный, не быстрый, да, они ездят по провинциям, по округам, районам Норвегии и смотрят, как живет их подданство. Так вот, прошлый летний сезон, целый месяц они гостили на архипелаге, вот 3 раза посещали пирамиду за это время, и в том числе в этом зале играли в футбол всей королевской семьей. Температура идеальная для хранения пленки на Шпицбергене именно. И поэтому многие фильмы, они сохранились, то есть прямо в отличном состоянии, которые на материке уже где-то либо были утеряны, либо рассыпались, то есть они не разлагаются, а как бы сохранились. У нас такое, как своего рода хранилище судного дня, но для фильмов. Из таких тонкостей, нюансов, я не знаю, в курсе вы нет, но джаз в советское время был, по сути, запрещен. Здесь джазовые ансамбли присутствовали, это все более того поощрялось. Что пирамида, что Бринсбург, это были именно показательные поселки Советского Союза. Они создавались как своего рода такое эталонное советское общество для того, чтобы возможность была у Запада прямая увидеть то, как может жить советский гражданин. Самое главное, пирамида — это вот гора. Поселок назван, нет, в честь вот этой горы. Вот этой горы. Вот эта пирамида. Которая сейчас... Чуть-чуть скрыта у нас, Ага. да. А вот эта гора Ройтер-Шольда. Это Местные Ройтер-Шольда, а вот это вот пирамида.